Канал Валерия Табакова представляет эфир группы поддержки Зинченко. Юрист Табаков отвечает на вопросы по заявлению в ГБР о возможной фальсификации. У нас в гостях, як завжди, Валерій Табаков. Добрий вечір. Всім добрий вечір. Давайте потапаємо трошки, почекаємо, поки вони... Добрий вечір, Валерий. Добрый вечер. Добрый. Давайте подождем немножко девочек. Сейчас они присоединяются к нашему эфиру. Потихонечку ждем. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Давайте потихонечку потапаем еще пару минут, пока девочки подсоединяются к нам, да? Добрый вечер. Очень ваше видео понравилось, последнее, достаточно лаконично, очень красиво, все четко рассказано, грамотно, без всяких вот этих мыльных опер, знаете, как бывает. Очень понравилось. Все девчонки посмотрели, все были в восторге, действительно шикарное видео, всем рекомендуем посмотреть на YouTube-канале Валерия Табакова. Ну, а вы сейчас, я думаю, расскажете немножко коротко про это видео, которое вы выпустили как раз по этой ситуации, хотим немножко раскрыть эту тему. Ну да, в общем, мне самому понравилась эта тема, она давно была как бы в теме, но пока не выходила на вот тот, как бы, в тот ключ, который вот сейчас он реализовался. Дело в том, что когда был еще Немировский, ну, представлял интересы Вячеслава, то действительно он занимался этим вопросом, и он подал ходатайство о том, чтобы, ну, прокурор ему выдал полный текст экспертных заключений. Там было, если вы помните, звучал вопрос про кастрацию. Не помните? Значит, Немировский заявил Петлеваному, что тот ему выдал по запросу кастрированные протоколы, ну, экспертное заключение. На что Петлеваный сказал, что, ну, сказал, чтобы тот Немировский, значит, использовал профессиональную лексику, а не базарную. Немировский сказал: так это ж не я кастрировал, это же сторона обвинения. Ну, там был цирк, вот. И он в тот момент он подал ходатайство о том, чтобы, ну, во-первых, истребовать остальные две экспертизы и назначить еще одну независимую экспертизу и признать вот это вот экспертное заключение, которое от 21 августа, то есть третье, признать его неналежным доказом. Вот такая была история. Но мы ждали, но похоже, что ни Вороняк, ни Сулейма, они этим вопросом не занимаются вообще. Поэтому, ну, поскольку уже время прокуроров, ну, подачи доказательств уже прошло, то есть сейчас только идет исследование доказательств стороны защиты, вот, и свидетелей защиты. Поэтому ожидать того, что прокуратура сама, ну, сторона обвинения сама предоставит суду вот то, что требовал Немировский, уже не приходится. То есть они уже ничего не подают. То есть они, и фактически вот их позиция, она, ну, интерпретируется, расценивается мной, например, как то, что они спрятали доказательства невиновности Вячеслава. Поэтому, поскольку позиция такая, ну, я думаю, что вот то, что я сделал, обратился в ГБР, это, ну, нормальный шаг, да, с правовой точки зрения, он вполне оправдан в данной ситуации. Вот такая
такие обстоятельства. Приветствую тебя, Надин. Я думаю, что ты всегда подготовила интересные вопросы нам для эфира, поэтому... Добрый вечер, Будь ласка. Анечка, добрый вечер, Валерий, добрый вечер, девочки. Как у всех настроение сегодня? Добрый вечер. Прекрасно. Когда видим тебя, прекрасно. Спасибо, Анечка, я тоже очень рада вас всех видеть. Валерий, приветствуем вас на нашем эфире. Очень рада, что вы добровольно, абсолютно по собственному желанию помогаете в этом деле, помогаете разбираться. И, собственно, по поводу вашего последнего видео. Вы выпустили буквально сегодня совершенно обескураживающее видео, посвященное вашему обращению в ГБР. Скажите, что вас заставило или привело к тому, чтобы вы обратились в ГБР? И мы посмотрели это видео, и там очень интересное приключение, было приключение гильзы, а сейчас у нас приключение стула. Расскажите, почему вы обратились в ГБР? Ну, обращение в ГБР – это, можно сказать, один из методов защиты от фальсификаций. Ну, от реальных фальсификаций и от вероятных фальсификаций, которые реализуют, значит, правоохранительные органы. То есть следователи, прокуроры, эксперты. Вот они этим занимаются. И вот, ну, то, что в суд было подано ходатайство Немировского в свое время, оно не запустило процесс расследования. То есть суд не занимается расследованием фальсификаций. То есть фальсификации должны, ну, по-хорошему доказываться. Для того, чтобы доказывать фальсификации, нужно расследовать вероятное преступление фальсификации, и поэтому, поскольку это правоохранители, то этим расследованием занимается Государственное бюро расследований. Вот поэтому по всему и вот такая ситуация, когда суд не реагирует, прокуратура не предоставляет доказательства невиновности, адвокаты не актуализируют вот эту ситуацию с фальсификацией, поэтому я со своей стороны решил, что правильным шагом будет обращение в ГБР для того, чтобы именно ГБР расследовала фальсификацию, которая, ну, на мой взгляд, она может оказаться действительно реальной. Валерий, а скажите, можете ли вы быть уверены в том, что ГБР отреагирует действенным образом? Потому что мы наблюдаем полное пособничество, фальсификация в этом деле во всей правоохранительной системе. Есть ли у нас надежда на ГБР? Ну, знаете, то есть тут вопрос институциональный фактически. Да, у нас есть институты, то есть правоохранительная прокуратура, там экспертные учреждения, есть ГБР, есть там СБУ, в общем, куча всяких институтов. Вот. И, ну, понятно, что в институтах работают люди. Понятно, что человеческий фактор, он присутствует. Особенно в Украине. Как мы уже убеждались не раз. То есть вот мы наблюдаем, например, откаты, в которых там обвиняют друзей президента, ближнее окружение, вернее. Вот. И эти откаты, они, ну, насколько я вот эту ситуацию проследил, они 10%, да, то есть фирма Шлагбаум, она выставляла 10% откат требования. При Порошенко, насколько я вот помню, насколько мне не изменяет память, этот процент был 25%. Поэтому ничего удивительного как бы в человеческом факторе здесь не присутствует. Вот. Надежды на ГБР, что оно сейчас, ну, оно же там входит в эти структуры, Нацполиция, там потом СБУ,
прокуратура, ГБР, все это в одной связке, они работают, то есть и примерно вокруг президента они завязаны, потому что именно президент, ну, фактически предлагает должность генпрокурора, например, да, главы СБУ, вот, в том числе и ГБР. Поэтому, если считать, что президент, который выдал награды вот этим вот следователям, которые так быстро, так сказать, раскрыли преступление, арестовали Зинченко, то вероятность, конечно, ну, с учетом человеческого фактора, она может быть очень низкой. Но все же это институт, который по своей функциональным обязанностям, да, он обязан расследовать. Если будет прокол там какой-то, да, то есть уже другие возможности, ну, например, обращение в НАБУ, да, если это не сработает. Вот такой ответ. Спасибо, Валерий, вам за ответ. Скажите, пожалуйста, теперь нам расскажите, на чем базировалось ваше обращение в ГБР. Оно было основано на 3 экспертизах. Расскажите, почему вы обратили внимание на эти экспертизы и что вас заставило написать это обращение? Ну, как? Стали известны факты, что в день вышиванки, это было 15 мая 2025 года, в присутствии прокурора Данилев, да, кстати, Петлеванный на том заседании отсутствовал, очень предусмотрительно он, кстати, это сделал, да, он фактически подставил Данилев, которая это экспертное заключение о том, что ДНК Зинченко обнаружена на стуле номер 1, она представила суду. То есть это не Петлеванный, да, фактически представлял, а именно Данилев. Петлеванный предусмотрительно отсутствовал на этом заседании. Вот, и Данилев представила это доказательство. Потом, через некоторое время, ну, если вы следили за судебным процессом, это было, по-моему, то ли 16-го, то ли этого июня уже, да, или 17-го, или 18-го, было в судебном заседании, адвокат Немировский подал свое ходатайство. Он его там зачитывал, его текст. Вот, поэтому все факты, которые там в этом ходатайстве изложены, они опираются на материалы дела. А в материалах дела там присутствуют еще 2 экспертизы. Первая от 1 августа результат отрицательный, и вторая от 8 августа результат отрицательный. 2024 года и 8 августа 2024, правильно? Да. И вот эта 3-я экспертиза, которую Данилев представила в виде доказательства, это 21 августа. Вот, то есть 3 подряд экспертиз одного и того же предмета, объекта, то есть стула. И возникает вопрос, зачем, во-первых, было делать 3 экспертизы, а во-вторых, значит, одного и того же объекта. А во-вторых, почему 3-я экспертиза показала результат, что там присутствует ДНК Зинченко, а первые 2 такого результата не дали. В чем причина? И, ну, по мнению Немировского, причина в фальсификации. Мало того, что там 3-я экспертиза была, там еще были ряд нарушений самой инструкции о проведении таких экспертиз. Ну, то есть не было упакован объект, не было там печати, ну и тому подобное нарушение. То есть, вот. Кроме этого, там сравнивалось как бы ДНК Зинченко и то, что обнаружено было на стуле. И вот это сравнение, оно велось в тех условиях, что ДНК Зинченко
ну, была постанова о том, что взять у Зинченко ДНК, да, то есть там срезать ногти, там, я не знаю, волосы и все такое. Но как бы самого действия протокола этого с присутствием медработника, его в деле нету. На что обратил внимание Немировский, да? Вот говорит, хорошо, вы говорите, что есть постанова, вот, но кто этот санитар, который там срезал ногти? Его не видно в деле. Это и третье размеры стула. То есть на ОМП размер стула 84 сантиметра. В одесской экспертизе, это 8 августа, это 83 сантиметра. И в последней киевской экспертизе это 85,5 сантиметра. То есть, когда стул увеличивается на 2,5 сантиметра, это уже наводит на мысль, что там мог оказаться совсем другой стул. Но как это стул на 2,5 сантиметра изменил размеры? Поэтому... Во время пути собачка могла подрасти, так и это, да? Ну да, примерно такая ситуация сложилась, поэтому надо этим заняться, этим делом. Кто там уже, то ли Петлеваный, то ли Данилев, то ли, значит, Шегда, то ли там Довгий, то ли еще кто-то там, Тоцкая, например, да, все они должны рассказать, в чем там проблема, потому что так... Первая экспертиза 1 августа 2024 года. Где она проводилась и какой результат дала? 1 августа. Ну, я сейчас точно вам не скажу, в каком именно учреждении. Похоже, что это было, ну, по-моему, было, если я не ошибаюсь, да, была в Киеве проводилась экспертиза, и результат ее отрицательный. То есть, ну, там экспертизы проводились не только стула номер 1, а стула номер 2, там было 2 стула, и еще и лавки. Да? Дело в том, что именно ДНК-экспертиза – это, ну, можно сказать, классика доказательств, то есть не адерология, которая считается не вполне научной, да, или вполне ненаучной, которая дает ошибку 20%. Вот, причем в тех условиях, когда от температуры загрязняются образцы. Не выявила ДНК Зинченко на этом стуле. Не портретная экспертиза, которая 35% открытого лица, она не может служить той доказательной базой, которая говорит и только ДНК. Поэтому была такая битва, то есть один раз ДНК, второй раз ДНК, они отрицательные, и третий раз ДНК, потому что им кровь из носа нужна была вот эта ДНК Зинченко. И они такие ее туда подсадили. Вот, поэтому первые это в Киеве, вторая в Одессе была, значит, экспертиза 8 августа. И третья 21 августа это в Киеве. Но в Киеве это уже была в центральном аппарате. То есть, если первые две экспертизы, они прошли как бы сразу, и это не был задействован центральный аппарат, значит, МВД, то здесь вот эта третья экспертиза в Киеве, Тоцкая, это центральный аппарат, там легко оказать давление на эксперта, легко сказать ему, что сделай то-то и то-то и то-то, причем на третьей экспертизе Тоцкая вообще не имела в руках ДНК Зинченко как такового, она его вообще не исследовала, то есть у нее были просто результаты предыдущих экспертиз каких-то там, то есть ну, экспертиз по выявлению ДНК Зинченко. Она не сравнивала ДНК с ДНК. Она сравнивала ДНК, которую там подсадили или обнаружили на этом стуле, и результаты экспертизы на бумаге, да, которые говорят о том, что вот это такая ДНК Зинченко. Это, ну, тоже своего, ну, не своего рода, а это тоже нарушение, потому что эксперт должен работать с первоисточниками, а не опираться на какие-то предыдущие результаты чьих-то экспертиз. То есть мы имеем две экспертизы отрицательные, которые не признают ДНК и не выявляют ДНК Зинченко, и имеем третью экспертизу, которая проводилась в Киеве, которая якобы подтвердила наличие ДНК Зинченко.
Да, точно так. Но в данном случае, в третьей экспертизе, эксперт вообще не работала с самими ДНК Зинченко. То есть она с воздуха написала, видимо, готовый ответ или ответ, который ей указали написать. Ну, приблизительно так. Может это оказаться именно так. Это нужно расследовать, допросы устраивать, стул арестовывать, измерять его, проводить там все следственные действия, как положено. А что по поводу стула? Там тоже какие-то расхождения. Стул то уменьшается, он то худеет, то полнеет. У него сезонные колебания происходят. Да, то есть есть как бы подозрение на то, что этот стул был подменен. Ну, так сказать, зачем возиться, да, туда-сюда с этим стулом, он большой, объемный, массивный, его нужно куда-то перевозить. Нет, зачем? У вас есть стул, да, вот вы будете. Поэтому я и думал, что значит, в качестве исследования вещественных доказательств именно Сулейма запросит, чтобы этот стул, который номер 1, чтобы его исследовали в судебном заседании. Он есть физически или нет? И опознают ли его свидетели, которые видели тот стул, на котором, или видели, или все фотографии, на которой там видно, на чем сидит этот ряженый. То есть этот стул должен быть физически, и он должен быть похож на тот стул, как минимум, да, и еще и по размерам. Взять и замерить там в этом заседании этот стул, какой он из себя, какой размер. И если он там 85,5 сантиметра, то действительно эти размеры должны быть объяснены, ну, во всяком случае, прокурорами и экспертам. Откуда они взялись? Исходя из описания каждой конкретной экспертизы, их всего было 3, стул с 83 сантиметров вырос до 85,5. Да. То есть они исследовали 3 разных стула. Скажите, а вот несовпадение в размерах, это говорит о чем-то или могут быть такие погрешности, или они недопустимы? Ну, знаете, то есть, если вы пробовали сидеть на стуле, у которого одна ножка короче на 2,5 сантиметра, то, наверное, это будет о чем-то говорить. Это я так. Поэтому вполне вероятно, что стул был подменен. То есть расхождение в размере стула на фальсификацию? Да. Почему же они это не учли? Неужели не обратили внимания, или это такая халатность? Как вы считаете? Ну, я даже затрудняюсь сказать. Видно, кто-то не учел какой-то фактор, то есть, который... Ну, знаете, это есть закон, такой закон криминалистики, можно сказать, да? То есть, как бы преступник не скрывал следы, то хороший следователь или криминалист, он всегда найдет следы преступления. Это неизбежный закон. То есть, главное захотеть. Если преступление есть, оно оставляет следы. Их только нужно найти. Это классика криминалистики, нам об этом преподавали, хорошие преподаватели, кандидаты наук. Поэтому я это четко знаю. Если есть преступление, значит есть следы. И эти следы можно найти. Спасибо, Валерий. А скажите, пожалуйста, с чем сейчас работает следствие? С какой экспертизой? Берут ли они во внимание первые 2 экспертизы, которые не подтверждают ДНК Зинченко? Или они его спрятали, завуалировали? Следствие уже не работает ни с чем. То есть они закончили свою работу и провели досудебное расследование и передали, должны передать все материалы в суд. Поэтому роль следствия уже прекращена, можно сказать. Они дополнительных следственных действий сейчас не делают. Спасибо. Скажите, а что может адвокат сделать в данном случае по поводу вашего заявления в ДБР, по поводу этой заметки о подмене стульев? Может ли он как-то возобновить и провести, может, еще одну повторную экспертизу и требовать этот стул? Какие действия адвоката? Ведь это доказывает невиновность Вячеслава. Ну, адвокат может поднять то ходатайство, которое было подано Немировским, и
И со своей стороны то же самое, такое же самое подобное ходатайство подать. Он может также обратиться в Госбюро расследований, да, ГБР, с таким же заявлением, подобное тому, которое я подал. Да? Но не только адвокат, может это сделать Зинченко, сам может сделать там любой человек, у которого там есть информация, и он может обратиться. Скажите, а сторона защиты имеет право обратиться к результатам экспертизы, получить их на руки, исследовать? Результаты, да, в материалах досудебного следствия есть. Они, значит, получили уже доступ к этим результатам по статье 290 КПК. Поэтому они вполне могут взять в руки эти результаты, экспертные заключения, и их проанализировать и составить свое видение этой ситуации. Скажите, пожалуйста, Валерий, а можно ли использовать стул как основной источник доказательной базы, как доказательство невиновности Вячеслава? Но сам по себе стул, его нужно делать повторную экспертизу ДНК, скажем, да, хотя это смысла такого не имеет. По-моему, дело было так. То есть был осмотр места преступления, это как раз в день убийства, 19 июля. Там были сняты смывы, так называемые. Вот, это берется как бы такая типа ушная палочка, да, там елозится по спинке, по сиденью, и их там несколько, там 4 что ли палочки елозится по спинке, 4 по сиденью, потом они запечатываются и отдаются эксперту. Вот. Эксперт там исследует своими методами и делает заключение о том, что есть или нет там ДНК или ядра. И вот первые 2 экспертизы, они показали, что ядер нету и идентификация невозможна. Но в тот же момент, если вы знаете, да, что проводилась и адерологическая экспертиза. А адерологическая экспертиза, она проводится с помощью таких салфеток, что ли, влажных, да? И эти влажные салфетки, они накладываются на спинку, на сиденье, на лавку тоже они накладываются, потом придавливается каким-то тяжелым предметом, там фольга специальная, да, и они впитывают запах. То есть они влажные, понятно, что там, если были какие-то ДНК на тех предметах, которые подверглись адерологической экспертизе, то там этих ДНК уже нахождение, вероятность их близка к нулю. Вот, поэтому, поскольку эти стулья прошли адерологическую экспертизу, то говорить о том, что уже после того, как исследовались, взялись запахи, то обнаружить там ДНК уже нельзя. Это как если на каком-то бокале, значит, его протереть влажной салфеткой, то там уже отпечатков пальцев нету. Да? Вот так и с этим. И как оказались это ДНК уже на 3-й экспертизе, которая была, то есть остается только догадываться. И догадка у Немировского, в частности, одна. Он сказал, что это фальсификация. Спасибо, Валерий. Валерий, скажите, пожалуйста, по факту вашего обращения в ГБР, какие последующие действия мы можем ожидать от правоохранителей и будет ли вам дан какой-то официальный ответ? Ожидаю, я говорил там, что в видео, что я ожидаю 24 часа открытия, то есть занесения в ЕРДР, открытия уголовного производства, затем допросы подозреваемых. По факту. Допросы подозреваемых, изъятие вот этих вот экспертиз, изъять арест стула, в общем, такие вот действия, и должно начаться следствие. Вот что я ожидаю.
в течение 1-2 месяцев оно может быть завершено, или 3. Валерий, скажите, вы упомянули открытие уголовных производств. По факту какому? По факту халатности, фальсификации в отношении кого-то? Так, значит, сейчас я точно зачитаю вам то, что я в заявлении. Это очень интересно отслеживать, как у нас работает правосудие в стране. Итак, ну, на підставі, значит, совокупность обстоятельств, да, которая свидетельствует о возможном совершении уголовных преступлений. Часть 2, статья 372 Криминального кодекса – это фальсификация доказательств в соединении с обвинением в тяжком и особо тяжком преступлении, то есть фальсификация, это 372, часть 2. Потом часть 1 и 2 статьи 366, это служебный подлог. И часть 1 статьи 384 – это введение в обман суда путем предоставления заведомо неправдивого вывода эксперта. Вот это. Вот. И, значит, что я прошу? Значит, порушити кримінальне провадження и внести в ЕРДР ведомости по признакам преступлений, ну, по тем перечисленным статьям, да. Второе, начать досудебное расследование фактов возможной фальсификации экспертизы, стула номер 1. Третий. Затем вытребовать оригиналы 3 выводов экспертиз, 1, 2 и 3 по стулу номер 1, вытребовать сам стул номер 1, потом вытребовать постановы о назначении экспертиз, журналы выдачи и приемки вещественных доказательств и видеозаписи следственных действий по передаче объектов на экспертизу. Затем, 4, назначить экспертизу для установления тотожности стільця стула номер 1, досліджуваного в серпні 24 року в Киеве, с объектом стул номер 1, который был изъят 19.07 в ходе осмотра места происшествия. То есть нужна экспертиза размеров, да, так сказать. 5. Допросить Тоцкую, Самборскую, Данилев, Петлеванова, следователей. И 6. Наложить арест на стул номер 1. Вот что я прошу в этой своей заяве. Спасибо, Валерий, спасибо за такое обращение. Надеемся, что они отреагируют должным образом и справедливость восторжествует. А скажите, пожалуйста, если бы на ходатайство Немировского отреагировал судья, суд в нужное время, возможен ли такой исход, что Вячеслава бы отпустили из зала заседания? Является ли вот доказательство отсутствия ДНК, признание 2 экспертиз, что там нету ДНК Вячеслава, весомым аргументом? Ну, тут оценка суда, она делается только, ну, насколько я понимаю, только в конце уже, когда они идут в нарадчую кімнату, там выносить решение, и вот все вот эти вот заявления или ходатайства о признании доказательства недопустимым, они там рассматриваются. То есть и там принимается решение. Вот. До того момента суд как бы он принимает эти ходатайства, но решение по ним не принимается. Но если нету доказательств фальсификации, а это должны быть, то есть это как бы поставить под сомнение определенное доказательство. И заявления о фальсификации там нету в этом ходатайстве. Просто просьба к суду о признании доказательства, то есть этого экспертного заключения, недопустимым и неналежным доказом. А если фальсификация, то это моментально. То есть если доказательство сфальсифицировано, то сразу можно рассчитывать на принятие решения, оправдательный приговор. Спасибо, Валерий, спасибо вам за вашу работу, спасибо за ваше обращение.
Давайте как итог подытожим. Ваше мнение как эксперта, как профессионала в юриспруденции. Скажите, пожалуйста, какие факты дела, по вашему мнению, прямо указывают на невиновность Вячеслава? Ну, что касается экспертиз, да? Да, или все? Можно все, можно экспертиз. Какие вот факты вы для себя отметили, и вот они явно показывают, что Вячеслава там и духа не было? Ну, нужно сказать, что в основном есть как бы презумпция невиновности, что называется. Да? Вячеслав не должен свою невиновность доказывать. Вот. Что свидетельствует о его невиновности? Ну, это, например, 2 чистых экспертизы, когда не обнаружена ДНК на стуле. Вот. Это свидетельство невиновности. Дальше, что касается вот нужно там вот эти вот 2, когда в двойном экземпляре Зинченко появляется на видеозаписи, тоже там очень показательный такой момент. Третий момент, ну, о том, что говорил свидетель, да, что это не Зинченко, который находился, ну, буквально бок о бок с ним сидел. Это очень сильное доказательство его невиновности, непричастности. И, ну, вот совсем недавно, кстати, я могу обрадовать вас еще одним своим открытием. Я внимательно пересмотрел видео, где слышен звук, похожий на звук выстрела, если вы помните. Вот. Видео, которое из арки? Да, да. Там на том видео Дума проходит, значит, к своему автомобилю, поднимает капот, берет бутылку с водой, начинает мыть руки. Мимо него проходит ряженый, он проходит в арку. Ну и потом через некоторое время, значит, слышится звук, похожий на звук выстрела. И там есть, ну вот из видео я сделал такую фиксацию времени. Там Данилев объявляет, что это видео, оно 19 часов 18 минут 28 секунд, это начало этого видео, по 19 часов 18 минут 42 секунды. То есть длительность этого видео 14 секунд. И на этом видео вообще-то не видно ни разу бабюк. То есть вот той бабушки, которая была вторым свидетелем, которая слышала звук бабах за спиной у себя. Я вот эти 14 секунд, значит, если человек идет медленным шагом, как это делала бабушка, то тогда как минимум она проходит метров 7 за эти 14 секунд. А Данилев в суде говорит, что как раз вот полсекунды бабушка просто исчезла из поля зрения этой камеры. Но в поле зрения этой камеры виден столб. И сразу за столбом там, значит, было обнаружено тело Фарион. И бабушка сказала, что она от тела находилась метра за 3 по реконструкции. Значит, если она прошла 7 метров, да, то есть за эти 14 секунд, то тогда она должна оказаться была перед этим столбом где-то за 4 метра. То есть она однозначно должна была бы попасть в поле зрения этой видеокамеры фиксации, где там ряженый заходит в арку и Дума моет руки. То есть почему ее там нету, это надо делать эксперимент. Нужно, значит, чтобы эта бабушка прошлась, и эта камера засняла, она действительно как черепаха там шла таким шагом, что не прошла 7 метров. А 7 метров это достаточно много. То есть на
за 7 метров расстояние, это расстояние от точки, где Дума зафиксировал убегающего Ряженого, от тела Фарион. Это 7 метров. Вот. И от Думы до тела там тоже было где-то метров 10. Да? Поэтому, ну, я думаю, что эта бабушка должна... То есть есть подозрение на то, что именно показания этого свидетеля, они заведомо ложные. То есть тут нужно доказывать, что... И, может быть, эта камера, она должна была бы сохранить записи чуть пораньше тогда, да, если они не сохранились, или они умышленно ее обрезали так, чтобы эта бабушка там не попала в кадры, потом сказала, ну, ей сказали, что ты скажи, что ты там была, все видела и все слышала. Вот, и она так и сказала. Но на самом деле на видео ее там нету. Поэтому, значит, вот это вот, если бы еще исследовать вот этот момент возможного лжесвидетельствования, тогда тоже было бы достаточно серьезное, как бы, такое обстоятельство дела, которое свидетельствует о невиновности Зинченко. Вот так что вот все это... Очень интересное замечание, спасибо. Это интересно. Девочки, у кого еще есть вопросы к нашему гостю, к нашему эксперту, пожалуйста, задавайте. Девочки, вы слышите? Пишіть свої питання, у кого є. Якщо є, якщо ні, то... Вот у нас спрашивают, а адвокатам это передали? Наш зритель спросил. Ну, Была ли эта информация передана адвокатам? Я не передавал адвокаты не запрашивали у меня этой информации, поэтому я им не передавал. Какую информацию имеется в виду? По бабушке или по стулу? Я думаю, человек имеет в виду по стулу, да. Ну, по стулу им известна эта информация. Там есть целое клопотание Немировского, поэтому в материалах дела оно есть, и там, ну, как минимум, Вороняк очень скрупулезно там все выписывал, что там подается Немировским. Поэтому я думаю, что у них есть это клопотание. Человек уточняет про Бабюк. Про Бабюк, ну, по-моему, на это внимание не обращал ни Немировский, ни Сулейман, ни Вороняк. Поэтому тут надо еще заниматься этим вопросом. Спасибо, Валерий. Дорогие зрители, мы ждем от вас вопросов. Если вопросов нет, тогда мы будем заканчивать эфир. Мы сегодня разбирали видео Валерия Табакова, которое посвящено обращению в ГБР по поводу расхождения в характеристике стульев. Пожалуйста, ваши вопросы. Девочки, у вас какие-то вопросы, уточнения, замечания? Ванечка, я думаю, что нету, да, вопросов нету, мы все разобрали, мы все рассмотрели, мы очень благодарны вам, Валерий, за то, что не оставляете это дело, за то, что прискіпливо разбираете его. Спасибо вам за человечность, за порядочность, за профессионализм. Ванечка. Дякую також. Саме підписуйтесь на канал Валерия Табакова. Остатнее видео, может, назовете, как ваше последнее видео, чтобы люди могли найти, посмотреть на ютубе. Последнее, сейчас, значит... Да, название последнего видео. Ну, мой канал называется Валерий Табаков, а последнее видео «Дело Зинченко. Самая громкая фальсификация 2024-2025 года. Юрист Табаков подал заявление в ГБР». Вот так оно называется. Еще раз. «Дело Зинченко». Очень интересное видео. Рекомендую всем посмотреть. Там все очень четко, лаконично сказано по существу, поэтому дивіться, підписуйтесь на канал. Кому интересно, я скинула видео в комментариях внизу чата. Пожалуйста, сохраните себе. Підписуйтесь також на наших дівчаток. І, якщо можна, донати на карту мами. Тому що мама це... Дуже потребуємо. Так.
Спасибо вам, Валерий, спасибо всем зрителям. Мы всем очень благодарны, что поддерживаете Вячеслава, верите в справедливость, и она действительно восторжествует. Судя по тому, что происходит в последнее время в нашей стране, мы очень верим, что правда победит брехню. Дякую, дівчата. Всім, хто підтримує, дуже дякую. Тому що розголос цієї справи дуже важливий. Дитина вже більше года, 1,5 года скоро буде, да, як сидить в СІЗО за чужой злочин. Поэтому помогайте розголосом, помогайте лайками, комментариями. И кто может донатами на карту мамы, то тоже огромное спасибо от семьи Зинченко. Всем спасибо, кто с нами, и волю нашему мальчику. Дай Бог, скоро он будет с мамой, папой. Папа вернется из войны. Значит, говорила с Леной по поводу следующего заседания, да. Лена уже может присутствовать свободно на каждом заседании. Вот, поэтому она будет стараться ездить. Следующий суд 26 числа. Папа не едет, папа будет онлайн. Вот, не отпускают папу, к сожалению. Я спросила, Лена говорит, нет, папу не отпустят. К сожалению, она тоже не хотела бы, конечно. Ну и понятно, что ребенок очень хочет папу увидеть, но пока что папу не отпускают. Поэтому держим кулачки. Я думаю, что все равно скоро нашего мальчика отпустят на свободу. Волю Славику. И спасибо всем от семьи Зинченко за ваш розголос, за вашу. Спасибо большое всем. Доброй ночи, Украина. Дякую всем. Тихой ночи. Тихой ночи. Доброй ночи.